Здравствуйте, господа тревожные и тех, кто хочет стать сильнее и смелее. Вам в помощь будет цикл видео, в которых я дам классные техники, как преодолеть ваши страхи. У меня уже есть несколько видео, в которых я рассказываю, как преодолеть ваши страхи и избавиться от негативных эмоций. Первое видео можете найти по ссылочке, которую вы сейчас увидите вверху экрана, а также она будет оставлена внизу в описании. А также есть видео, как преодолеть различные негативные эмоции, страх, обиду, гнев, стресс. И если вы смотрите это видео с компьютера, то ссылочку вы также сейчас будете видеть вверху экрана, а также сможете ее найти внизу в описании под данным видео. Приступаем к технике преодоления страха, и если это видео будет вам полезным, то вы можете сказать спасибо за мою работу, нажав лайк под видео. Итак, если вы боитесь чего-либо конкретного из-за неприятной ситуации из прошлого, то есть в прошлом вы пережили конкретное стрессовое событие, и теперь вы боитесь, что оно повторится вновь, или вы боитесь столкнуться с человеком, вещью и тому подобное, которые в прошлом вызвали у вас стресс, неприятные эмоции. Ну, к примеру, вы пережили аварию, нападение агрессивного животного, предательство близкого человека и тому подобное. И сейчас вы боитесь, что эта ситуация может повториться. Находясь в машине, вы невольно прокручиваете в голове момент аварии и боитесь, что ваша машина опять потерпит столкновение. Или, идя по улице и видя впереди собаку, вы боитесь, что она снова на вас нападет. Сближаясь с каким-либо мужчиной или женщиной, вы не даете отношениям развиваться полным ходом. Из-за предательства в прошлом вы боитесь, что ваш близкий человек вновь вас предаст. Если такие или подобные ситуации, которые произошли с вами в прошлом, вызывают у вас страх будущего, то вам поможет следующая техника. Данная техника заключается в многократном пересказывании случившегося, стрессовой ситуации, болезненных эмоций и так далее. Когда вы многократно рассказываете о своих переживаниях, вы как бы забираете из них энергию, и они становятся энергетически пустыми. Замечали ли вы, что когда вы посмотрели какой-то очень интересный фильм или у вас случилось какое-то яркое событие, то первому своему слушателю вы рассказываете об этом во всех деталях, с яркими эмоциями, все в ярких красках. На втором, третьем слушателе деталей в вашем рассказе становится все меньше, и пересказываете вы это уже не в таких ярких красках. И так, чем большему количеству человек вы об этом рассказываете, тем меньше интерес это постепенно у вас вызывает, и тем меньше чувств это задевает. В саентологии даже есть техника под названием одитинг, которая заключается в многократном пересказывании неприятной ситуации или неприятного воспоминания другому человеку. Конечно же, в идеале было бы пересказывать ваши неприятные воспоминания, эмоции, чувства другому человеку, профессионалу, к примеру, психологу, астрологу или просто хорошему, понимающему другу. Но далеко не у всех людей есть такая физическая или финансовая возможность. К тому же у некоторых людей есть настолько неприятные, болезненные ситуации, которые им просто стыдно пересказывать кому-либо. Поэтому вы можете побыть психологом сами для себя. Сядьте удобно перед зеркалом, желательно, чтобы оно было размером как можно больше, и просто начинайте пересказывать себе же ваши неприятные события, стрессовую ситуацию, воспоминания и тому подобное. Важно рассказывать об этом событии во всех красках, во всех деталях, вспомнить все моменты, вспомнить, как все начиналось до этого стрессового события, как произошло само это событие, что было после этого события. Вспомните детально, как вы были одеты, что вас
вас окружало, какие предметы. Если это было на улице, то какая улица это была, какие здания вас окружали, какие деревья, растения. Если это было в помещении, то вспомните детально интерьер, какие цвета, какие обои, какая мебель вас окружала. Если в той ситуации вас окружали люди, то постарайтесь детально вспомнить, как они выглядели, что они говорили, какое у них было выражение лица. Перескажите все свои физические ощущения и все свои эмоциональные переживания. Перескажите все в деталях и подробностях. И чем детальнее вы это сделаете, тем сильнее будет эффект. Пересказывать случившееся неприятное событие или воспоминание вам нужно будет несколько раз на протяжении такого количества времени, какое вам понадобится. Все зависит от ситуации. Пока вы не почувствуете, что ситуация вас отпустила и не вызывает более таких неприятных эмоций. У каждого это будет какой-то свой промежуток времени. Помните, чем больше вы погружаетесь в это, тем сильнее оно уходит от вас. И чем чаще вы говорите об этом, тем меньше энергии там остается. В дополнение к этой технике вы можете использовать еще одну хорошую технику, которая может помочь вам проработать неприятные события из прошлого и убрать негативные воспоминания. Ссылка на это видео сейчас появится вверху экрана, а также вы сможете найти ее внизу в описании под данным видео. Друзья, вскоре на этом канале я выложу еще несколько видео, которые помогут вам проработать ваши страхи и неприятные воспоминания из прошлого, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важные и полезные видео для улучшения качества вашей жизни. А я благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго, светлого и позитивного.